После распада Варшавского блока и его ядра СССР в начале 1990-х относительно демократичное руководство Российской Федерации не переставало мыслить имперскими категориями. В Кремле видели Прибалтику, так сказать, зоной своих естественных интересов. Россия переживала жесточайший экономический кризис, получала гуманитарную помощь от стран Запада, прежде всего США, включая знаменитые ножки Буша, но продолжала мнить себя великой державой, пусть и региональной уже. Поэтому в Москве искренне полагали, что любые серьезные внешнеполитические движения Таллина, Риги и Вильнюса на Западе будут согласовывать сначала с Кремлем. Кроме того, в начале 1990-х в НАТО еще сомневались, стоит ли блоку расширяться. Казалось, организация вообще теряет смысл. Но события октября 1993 года в Москве наглядно показали, что Россия в любой момент может вернуться к агрессивной диктатуре. В итоге это и произошло. Поэтому на Западе крепко призадумались. Последующая в 1994-м кровопролитная война в Чечне, постоянные людоедские заявления ряда российских политиков, самым колоритным из которых был Владимир Жириновский со своей весьма специфической партией ЛДПР, все это только укрепляло опасения окружающих. Американский институт национальной безопасности в исследовании 1995 года пришел к выводу, что если к власти в России придут ультранационалисты, то все оставшиеся проблемы превратятся в горячие точки. Также вытянулись лица у высокопоставленных российских политиков, чиновников и политологов, когда страны Балтии начали переговоры о вступлении в НАТО и Евросоюз. Хотя произошло это вовсе не вдруг. Просто традиционная российская самоуверенность и пренебрежительное отношение к малым соседям до последнего момента застилали глаза. Впрочем, в Москве не были против членства стран Балтии в ЕС. Но вот НАТО... Уже в 1994 было принято принципиальное решение о расширении Североатлантического альянса на восток. Тогда же Эстония, Латвия и Литва подали заявки на членство в НАТО и были подключены к программе партнерства ради мира. Если первое время у кого-то еще оставались какие-то иллюзии, что это не всерьез, в 1997 вступление в блок Польши, Венгрии и Чехии положило этому конец. Поначалу западные державы, конечно, не хотели игнорировать даже ослабленную Россию. Поэтому странам Балтии пришлось изрядно постараться, чтобы убедить их в том, что Эстония, Латвия и Литва – часть западного мира, которая временно была от него отторгнута. Президент Эстонии Ленард Мери на всех встречах с европейскими и американскими политиками постоянно напоминал, что без защиты НАТО у Эстонии может быть печальное будущее, поскольку нейтралитет, как показала история середины 20 века, в отношениях с Россией ничего не значит. Первая восточноевропейская тройка вошла в НАТО в ускоренном темпе. Процесс от подачи заявки до вступления занял 4 года в случае Чехии и Польши и лишь 1 год у Венгрии. Дальнейшее расширение альянса шло куда менее спешно и намного продуманнее. Была разработана система поэтапного продвижения, которая предусматривала выполнение ряда обязательных условий, как и при подготовке к вступлению в ЕС. В случае бывших советских республик это было особенно важно, поскольку СССР оставил здесь удручающее наследие, которое никак не вписывалось в высокие западные стандарты.